Миша купил этот дом за сущие копейки. Конечно, это была периферия, а не новомодные коттеджные участки, обычная, ничем не примечательная деревня с довольно милым названием «Старые Святцы». Дом Миша продал мужчина с неприятным лицом заядлого алкоголика. За добротную, каменную постройку он запросил сумму, вдвое меньшую, чем принято было предлагать в таких случаях. Мишу сразу насторожил факт подобной халявы. Парень знал, что дешевый сыр бывает только в мышеловке, но становиться мышью ему совсем не хотелось. «А ты почему так дешево продаешь этот дом?» Как можно мягче поинтересовался парень. Продавец поежился и, одарив покупателя неприязненным взглядом, сказал: «Я и сам не знаю, как это объяснить правильно. Дом раньше принадлежал не мне, я купил его у какой-то старушки, ее внуки собирались забрать к себе в город, а дом, выходит, простаивал долгое время. Вот эта старушка-шапокляк и решила продать мне его, правда, перед этим просила думать только о хорошем». Миша удивился: «Ну, и что же в этом доме такого особенного, чем он тебе не нравится?» Продавец побледнел, а потом тихонько сказал: «Этот дом способен порождать настоящее зло, понимаешь? Я не могу тебе объяснить всего, но стоит в его стенах подумать о чем-то плохом, как оно непременно сбывается». Миша рассмеялся и, махнув, протянул собеседнику деньги и оформленный нотариально бланк купли-продажи. Продавец тут же схватил деньги и, даже не пересчитывая, поспешил сунуть их в карман своей потрепанной курточки. В этот момент они как раз стояли в гостиной, и новоиспеченному владельцу вдруг захотелось пошутить над продавцом. «Слушай, а если я, к примеру, подумаю, что с тобой случится что-то плохое?» «Это что, и впрямь случится?» Парень побледнел и тут же посмотрел на Мишу умоляющим взглядом. «Да ты что? Даже не думай о таком. Ладно, это не шутки, понимаешь?» Миша улыбнулся. «Ладно, проехали. Пошутил я, а ты давай собирайся, темнеет уже, я здесь заночую, а тебе еще в город добираться». Продавца дома звали Калей, но для его нового владельца это было уже неважно. Миша проводил его до двери и пожелал доброго пути. Вот только 10 минутами раньше он немного пофантазировал на предмет того, что было бы, если бы бывшему владельцу дома упал кирпич на голову. Мысль была дурацкая, и Миша понимал это, как никто другой. При этом он даже не сомневался, что рассказ Коли был обычной выдумкой, нацеленной на то, чтобы оправдать собственный алкоголизм. Небось, сам весь в долгах, вот и спешил продать дом за бесценок, с улыбкой подумал Миша. С момента той памятной сделки прошло уже около месяца, а в особняке по-прежнему ничего не случалось. Миша даже и думать забыл о словах продавца по имени Николай, когда случилось событие, которое в корне изменило весь ход дела. В тот вечер он вернулся с работы позже обычного. Дело было в том, что начальник Миши, словно нарочно, решил нагрузить его по полной, заставив задержаться в офисе на целых 1,5 часа. «Вот козел, сам небось уже в кабаке вискарем заливается, а мне сиди с этими отчетами», — недовольно ворчал Миша. Обида парня объяснялась еще и тем, что для того, чтобы добраться до своей деревни, ему придется битый час трястись в электричке. Но если Миша не успеет и на нее, то тогда придется платить таксисту, который сдерет с него 3 шкуры. Домой Михаил возвращался в скверном расположении духа. На электричку он все-таки успел, но на этом везение Миши собственно и заканчивалось. В деревню парень вошел уже в сумерках, как на грех, его дом на окраине почти вплотную прилегал к лесу. Конечно, Миша мог не покупать этот дом и так же, как и раньше, снимать однушку в городе. Но с учетом растущих цен на жилье, он предпочел купить что-то свое, пусть и не такое, как хотелось бы, но все же, подойдя к воротам, Миша машинально толкнул калитку, даже не задумавшись о том, почему она оказалась не заперта.
Уставшему за день парню хотелось поскорее оказаться на кухне, где под задорный треск электрички он намеревался приготовить нехитрый ужин, состоявший из пару-тройки яиц с кусочком докторской колбасы. Но как только Миша переступил порог дома, как у его горла тут же оказалось лезвие ножа, и чей-то хриплый голос процедил: «Тише, если пикнешь, то пеняй на себя, понял?» Миша судорожно сглотнул, после чего кто-то грубо втащил его в комнату, прижав к стене мертвой хваткой. В тот же миг в доме зажегся свет, и парень увидел перед собой троих мужчин, облаченных в какую-то заляпанную грязью униформу. Но когда Миша присмотрелся внимательнее, то понял, что это никакая не форма, а самое, что ни на есть настоящая зековская роба. Скорее всего, они сбежали из мест лишения свободы, а теперь искали себе убежище и еду. На вид всем троим было далеко за 30, покрытые наколками кисти рук, гнилые зубы с металлическими коронками и злобные, перекошенные ненавистью лица с пучками недельной щетины на впалых щеках. «Пожрать есть чего?» — спросил самый старший зек по кличке Сиплый. Миша немного замешкался с ответом, но когда под ребро ему уткнулось узкое лезвие зековской финки, с готовностью кивнул: «Да, есть, откройте холодильник и возьмите то, что вам нужно», — Сиплый рассмеялся низким, противным смехом. «Не беспокойся, фрейрок, возьмем все, что посчитаем нужным, правда, гвоздь?» Тот, кого назвали столь странной кличкой, смерил Мишу равнодушным взглядом, словно перед ним сидел уже труп. И только третий из зеков по кличке Скворец стоял молча, следя за суетливыми движениями своих собратьев по несчастью. В отличие от подельников, на его теле не было наколок, а сам он меньше всего был похож на беглого зека. Скворец был худым и бледным, словно его только вчера вытащили из гроба, после чего обмыли холодной водой и вернули к жизни. Сиплый и Гвоздь относились к нему с некой опаской, которая была непонятна Михаилу. Опустошив холодильник, они принялись с жадностью поглощать трофейное угощение. И лишь Скворец со скорбным выражением лица стоял чуть поодаль. «Чего ждешь? Особое приглашение нужно, людоед. Небось, человечина повкуснее будет?» — спросил у него Сиплый. Увидев реакцию Миши, Гвоздь ощерился в плотоядной улыбке. «Чего, не узнал, что ли? Скворец у нас серийный убийца, 36 загубленных душ, 37, поправил маньяк. Гвоздь хмыкнул: «Ну да, 37, убивал, расчленял, а после жрал кожу и кое, что из плоти, пускал на фарш, из костей, варил суп и холодец. Говорят, что очень любил вареные глазные яблоки от омерзения». Мишу едва не вывернуло наизнанку. Скворец ободряюще улыбнулся: «Так мясник успокаивает корову перед тем, как нанести ей смертельный удар в область шеи или сердца». В этот момент в голове Миши пронеслась судорожная мысль: только бы он не захотел вновь испробовать человечины. Скворец внимательно посмотрел на Михаила, словно смог прочесть его мысли на расстоянии. Затем убийца взял со стола нож и сделал шаг в его направлении. В этот момент парень понял, что еще немного и оголодавший маньяк-каннибал пустит его на мясо. Пытаясь придержать пыл душегуба, Гвоздь схватил его за руку. «Эй, постой! Ты чего это задумал, придурок?» Словно не слыша окрика собрата по несчастью, Скворец сделал еще один шаг в направлении Миши. Гвоздь уже встал из-за стола, намереваясь отвесить убийце оплеуху, когда тот резко обернулся и со всего маху вонзил нож в живот зеку, схватившись руками за распоротое брюхо. Гвоздь глухо застонал и рухнул на залитый кровью пол. Убийца улыбнулся, после чего поднес к рту окровавленный нож и облизнул лезвие. Миша стоял и не верил своим глазам. Сидевший за столом Сиплый попытался схватить вилку, но серийный убийца оказался быстрее и в мгновение ока полоснул рецидивиста ножом по горлу. Зек захрипел и, пытаясь зажать рану руками, сжал шею мертвой хваткой, но справиться с фонтаном артериальной крови было уже невозможно.
Миша вжался спиной в стену, после чего медленно попятился к выходу. Но кровавый мясник уже превратился в зверя и не намерен был выпускать добычу из вида. Метнув взгляд на хозяина дома, душегуб зажал в руке нож, после чего сделал пару шагов в его направлении. Глаза убийцы налились кровью, а губы исказила плотоядная ухмылка. Миша испуганно вздрогнул, понимая, что станет следующей жертвой людоеда. «Надеюсь, он не причинит мне вреда», — мелькнула в голове парня судорожная мысль. Убийца ухмыльнулся и одним прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от жертвы. Пытаясь защититься, Миша выставил вперед руки. Когда маньяк рассек ему мышцы и сухожилия, кисти парня мгновенно обвисли, как плети. В этот момент Миша почувствовал себя игрушечной марионеткой, которой жестокий кукловод обрезал нити управления. Обливаясь кровью, парень опустился на колени. Маньяк взмахнул ножом снова и вонзил ему нож в колено по самую рукоятку. Только сейчас Миша понял, зачем убийца рассек ему сухожилия на руках и ногах. Лишив парня возможности передвигаться, маньяк решил сделать из него немого зрителя своего кровавого пира. Улыбнувшись, душегуб склонился над одним из мертвых зеков и отрезал щедрый кусок плоти от его бедра. Затем он подошел к электроплитке и бросил человечину на раскаленный диск. Одновременно с этим раздалось мерзкое шипение, вызвавшее у Миши приступ безудержной рвоты. Передвигаться он уже не мог и лежал на полу. Подобно окровавленной кукле из соломы, тем временем каннибал уже вовсю уплетал плохо прожаренный кусок плоти, заглатывая его практически целиком, подобно пеликану, раны на руках и ногах обильно кровоточили. А боль была такой сильной, что Миша с трудом сдерживал крик. Чем дольше каннибал находился на кухне, тем вольготнее он себя чувствовал, поглощая человечину с аппетитом прожорливой акулы. Пребывая на грани отчаяния, Миша не знал, что и думать в этот момент. Он вдруг вспомнил о словах бывшего владельца дома. Слова Коли зазвучали в его мозгу с эффектом заезженной пластинки. Стоит подумать о чем-нибудь плохом в стенах этого дома, и оно непременно сбывается от удивления. У Миши буквально перехватило дыхание. Смотря на пожиравшего мясо людоеда, парень задумался и мысленно пожелал душегубу подавиться куском плохо прожаренной человечины. Миша с надеждой посмотрел на каннибала, но тому было хоть бы хны, поглощая кусок за куском. Он даже не думал о том, что может поперхнуться вожделенной плотью. На кухне витал тошнотворный запах горелого жира и мяса, но людоеду было на это плевать. Миша уже в отчаянии прикрыл глаза, когда услышал надрывный кашель подавившегося мясом каннибала. От натуги глаза убийцы готовы были вылезти из орбит. Лицо маньяка побагровело, а на висках выступили толстые, похожие на веревки вены. С надеждой смотря на Мишу, убийца пополз к нему, но удушье оказалось сильнее его. Хрипя и пуская пену, каннибал завалился на спину, после чего дернулся несколько раз и испустил дух. Миша лежал в луже собственной крови и не верил своим глазам. Подобное парень видел впервые. Стоило ему подумать о чем-то плохом в стенах этого проклятого дома, как оно тут же сбывалось. При этом Миша даже не догадывался, что после того памятного разговора в гостиной бывший владелец дома погиб в автомобильной аварии, врезавшись в грузовик, нагруженный доверху стройматериалами для кладки стен. Таким образом, смертельный удар кирпичом проломил Николаю голову, оправдав шутку Миши, отпущенную им по неосторожности в стенах дома. Пытаясь доползти к двери, парень завалился на бок. Слабея от потери крови, он перекатился к порогу, искренне надеясь на то, что она окажется открытой, и вот тут-то. Михаил снова стал заложником собственных мыслей. Дверь оказалась закрыта на замок. Видимо, кто-то из беглых зеков закрыл ее для того, чтобы Миша не смог, в случае чего выбраться. Подняться парень не мог, так как перерезанные сухожилия на руках и ногах не давали ему этого сделать. Плача от бессилия, Миша принялся бить в дверь лбом.
Парень понимал, что если ему не окажут помощь в самое ближайшее время, он умрет от потери крови и болевого шока. Проклятие дома действовало медленно, но верно, пытаясь найти выход из ситуации, Миша невольно подумал о пожаре. Мысль была непродуманной, и когда замкнувшая электроплитка вспыхнула, парень понял, что снова попал в ловушку собственных мыслей. Михаилу стало не по себе, огонь рождался медленно и полз по стене, подобно пламенной змее. Вскоре дом наполнился дымом, и Миша стал задыхаться. Теряя сознание, парень провалился в липкую, непроглядную тьму и уже не слышал шума подъехавшей пожарной машины. Мише несказанно повезло, кто-то из жителей деревни увидел зарево и вызвал пожарных, когда он пришел в себя в ожоговом отделении городской больницы. То первым делом спросил о доме. К сожалению, он выгорел дотла, пожарные говорили, что под полом был обнаружен старый могильник. Кто-то думает, что 100 лет назад на этом месте проводились кровавые ритуалы. Услужливо сказала медсестра. Михаил закрыл глаза и облегченно выдохнул. Только сейчас он понял, что смог перехитрить кровавый дом, пожирающий жильцов подобно грозному хищнику. Сложно сказать, какое древнее зло или его стены, но отныне на этом месте осталась лишь горсть праха, напомнившая лишний раз о том, что мысли стоит держать чистыми и не пускать в них злость и ярость.